Всем привет, друзья! Это первая часть обзора на 2002 год, и сегодня в выпуске. Невероятное буйство природы. Рекорды кинопроката. Топовые компьютерные игры. Музыка и литературный расцвет. Бесконечные атаки террористов. Захват заложников и конфликт с Грузией. Это и многое другое прямо сейчас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите любой комментарий, и мы начинаем. Природные катаклизмы мучают Европу все лето. Россия в числе стран, где проливные дожди резко сменяют засушливые дни. И то, и другое по всем метеорологическим меркам аномально. Южные регионы России первыми встречают удары стихии. За 3 дня, с 19 по 21 июня, выпадает трехмесячная норма осадков. Наводнение оставляет без крова тысячи семей. Погибших 117 человек, пострадавших больше 300 тысяч. Ставрополье пострадало страшнее всех, станица Барсуковская разрушена. Природа не успокаивается. Августовский смерч в Новороссийске. Снова потопы, наводнения и новые жертвы в Европе. Уже затоплены земли на юго-востоке Германии, вся Австрия, Словакия и Чехия, а дождь все не прекращается. 14 августа река Влтава выходит из берегов и полностью закрывает Карлов мост. Такого в истории Чехии не было 1000 лет. Разрушено множество исторических зданий, снова жертвы среди людей и животных. Особо пострадал известный в Европе чешский зоопарк. Наводнение в России сменяет засуха, начинаются лесные пожары. В Центральной России хуже всех. Лесные массивы исчезают под напором огня на глазах. Густой и едкий дым поднимается вверх и заполняет собой города. Москва в серо-черном тумане. Люди задыхаются, кашляют и с нетерпением ждут осеннюю прохладу. Столкновение в воздушном пространстве Германии двух самолетов на первых полосах газет в мире. Пересечение курсов лайнеров в небе достаточно редкое явление, но для пассажирского самолета Ту-154 и почтового Боинга 757 оно станет роковым. Жертвы трагедии – 71 человек. Виной всему послужила ошибочная команда диспетчера швейцарской компании SkyGuide. Трагедия усугубляется тем, что на борту Ту-154 башкирских авиалиний находились дети. Команда дежурного диспетчера Петера Нильсена пилотом снижаться была запоздалой и неверной. Автоматика воздушного судна, наоборот, предупредила пилотов о необходимости срочного набора высоты, но те послушались указания диспетчера. «13 ноября в Бискайском заливе получает пробоину и начинает тонуть нефтяной греческий танкер «Престиж». Судно везет 77 тысяч тонн российского мазута в Сингапур. Но пункт назначения танкеру теперь не нужен. Из пробоины вытекает мазут, по подсчетам экологов, по 1000 тонн мазута в сутки. Испанское правительство в замешательстве. Зона рыболовства закрыта, принято решение оттащить танкер подальше в море. При перевозке старое судно разламывается пополам. Мазут полностью выливается в воду. Экологическое бедствие накрывает все побережье Галисии. Гибнут рыбы и птицы. Армия, волонтеры, добровольцы вручную очищают пляжи, а транспортировку нефтепродуктов в суднах с однослойным корпусом запрещают навсегда. С 1 февраля 2002 года в России вступил в силу новый Трудовой кодекс, важный документ, без которого немыслима жизнь каждого работающего гражданина страны. В новом капиталистическом кодексе многое осталось со времен СССР, но были уточнены некоторые положения о заработной плате, о времени труда и отдыха. Конкретизированы такие понятия, как социальное партнерство и ученический договор. Тема международного терроризма продолжает доминировать во всех средствах массовой информации. В России обнаруживают заминированные взрывчаткой предметы даже в небольших городах и районных центрах. Жителей поселка Большая Мурта, Красноярского края, пугает взрыв оставленного на улице пылесоса. Ранения и увечья получают люди, поднявшие бесхозные электробритвы, мобильные телефоны и пачки сигарет в Минусинске, Саратове, Томске. В Люберцах гибнет женщина, решившая сделать звонок по найденному мобильному телефону, который разорвался прямо у ее головы. Необъявленная война против российских граждан продолжается. Будьте бдительны.
Сообщайте о подозрительных и бесхозных предметах, советуют спецслужбы. Трудные времена никак не хотят уходить из России. Военные столкновения в Чечне становятся все более редкими, боевики теряют лидеров. 26 апреля по телевизионным каналам страны транслируют сенсационную новость. Один из одиозных лидеров террористического подполья, иорданец Эмир Хаттаб, уничтожен. ФСБ России провела блестящую операцию, которую готовила почти год. Миру, вместе с телом Хаттаба, представлены наглядные доказательства внешнего вмешательства международного террористического подполья во внутренние дела России. Другой важный посыл видео – какая участь ждет тех, кто не хочет спокойно жить в своих странах и готов присоединиться к остаткам террористического подполья. Террористы напоминают о себе осенью. Один из самых страшных терактов в истории Новой России произошел в 2002 году в Москве, во Дворце культуры Подшипникового завода. Террористами захвачены 900 заложников прямо во время показа мюзикла «Норд-Ост». Жизнь 130 из них закончится в этом кошмаре навсегда. Зрительный зал полон. Мюзикл по известному роману «Два капитана» только набирает обороты, как на сцену выходит мужчина в камуфляже и стреляет из автомата вверх. Здание захвачено. Все присутствующие в зале – заложники. Первое оцепенение зрителей сменяется паникой. 40 вооруженных боевиков отбирают у людей мобильные телефоны и минируют весь комплекс. Главное требование террористов – вывести российские войска из Чечни, иначе заложники будут убиты. Боевики не скрывают своих имен. Их лидер – Мавсар Бараев, а вся его группа называет себя просто «Бригада шахидов», среди них 19 женщин. 24 и 25 октября Бараев выходит в эфир, ведет переговоры со спецслужбами, требует все новых и новых переговорщиков, периодически отпускает заложников по несколько человек, но своих требований не меняет. В первые часы нового дня, 26 октября, через вентиляцию ДК спецслужбы закачивают усыпляющий газ. Начинается операция по освобождению заложников. Телевизионные каналы транслируют первые кадры из освобожденного здания, убитые террористы, обвешанные взрывчаткой, эвакуация зрителей. Россия твердо показывает миру свою решимость искоренить терроризм на своей территории любой ценой. После развала Советского Союза происходит первое серьезное дипломатическое разногласие между Грузией и Россией из-за Панкистского ущелья. На территорию Грузии уходят остатки разгромленных боевиков, российские власти требуют закрыть проходы для террористов. Тбилиси все опровергает, в ущелье всего лишь чеченские беженцы. Постепенно риторика со стороны России ужесточается. Международный терроризм – угроза для всех стран мира, в том числе и для Грузии, заявляют в МИДе. В ответ Тбилиси начинает регистрацию беженцев, среди которых выявляют несколько человек, обвиняемых в терроризме. Их передают России, и конфликт постепенно ослабевает. Из спортивных событий выделим главное. Без тени сомнений, это чемпионат Европы по фигурному катанию в Швейцарии. Триумфальный успех России и первое общекомандное место обеспечили сборной победы Марии Бутырской и Алексея Ягудина в женском и мужском одиночном разряде, Татьяны Татьмяниной и Максима Маринина в соревнованиях спортивных пар. Друзья, не забывайте писать комментарии, ставить пальцы вверх и подписываться на канал, это очень помогает развитию канала. В мире кино никому не отдают верхние строчки «Властелин колец», «Две крепости» и «Гарри Поттер» и «Тайная комната». Продолжение эпических приключений юного волшебника и маленького хоббита снова самые кассовые в мире. Только «Властелин колец» теперь на первом месте с рекордной выручкой $926 миллионов. «Поттер» второй с $878 миллионов. Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф – главные актеры сезона. На пятки двум фильмам года наступает третий. «Человек-паук» режиссера Сэма Рейми. История простого парня Питера Паркера, который становится одним из главных борцов с преступностью, захватывала зрителей с самого начала фильма. Визуальные спецэффекты, динамика, драйв – все было превосходно. Успех ленты, по мотивам одноименных комиксов, превзошел все ожидания создателей и вошел в хит-парад самых успешных кассовых фильмов мира. Саша Белый, Пчела, Фил, Космос. Кому не знакомы эти имена?
15-серийная киноэпопея жизни новых русских бандитов покоряет сердца россиян. Актеры играют так искренне, что у телезрителей происходит слом сознания. Плохим парням начинаешь сопереживать. Сериал «Бригада» бьет все самые высокие рейтинги, а у россиян появляется новый национальный герой, актер Сергей Безруков. Он же Саша Белый, главный бригадир кинематографической бандитской саги. Влияние специфических гангстерских фильмов «Крестный отец» и «Однажды в Америке» явно прослеживается в сериале. Но оторопь берет не от этого. Жутко становится от реальности жизни, какой показана страна на экране. Везде коррупция, криминал, беззаконие. Вряд ли такой хотели видеть Россию, ее граждане в 1991 году, когда выходили на улицы и требовали перемен. Люди в 2002 году снова начинают читать книги, заслуга в этом современных авторов Пауло Коэльо и Харуки Мураками, чьи произведения продаются в мире миллионными тиражами. Бразильский писатель Коэльо – модный автор, прежде всего женской аудитории. В его книгах есть все – мудрость жизни, судьбы мира, признанные житейские истины, немного любви, философии и, конечно, женщины-героини. Мураками совсем другой. Пишет тонко, изящно, по-восточному мудро и неспешно. 9-й роман писателя «Кафка на пляже» широко обсуждается критиками и читателями как одно из лучших произведений, раскрывавших тайны человеческого подсознания, трудных поисков себя, секреты вселенной, внутреннего мира героя и его окружения. В самой читающей стране, России, у любителей хорошей книги свой кумир. Это писатель года, автор иронических детективов Дарья Донцова. Бывший журналист газеты «Вечерняя Москва» пишет с удивительной быстротой и продуктивностью. Ее героини – современные Пинкертоны в юбках, Виола Тараканова, Евлампия Романова, Даша Васильева расследуют запутанные истории с мастерством Шерлока Холмса, комиссара Мегре и Эркюля Пуаро вместе взятых. В перерывах они готовят, заботятся о домашних питомцах и живут жизнью обыкновенных женщин. Купленные читателями бестселлеры Донцовой преодолевают отметку 100 миллионов экземпляров. В 2002 году, после успешных концертов, распадается одна из первых хэви-метал групп страны – Ария. Команда музыкантов-металлистов стала легендой рок-музыки еще в Советском Союзе и в последующем только добавляла в свои ряды новых поклонников. Харизматичный солист Валерий Кипелов с несколькими музыкантами образует новый коллектив. Теперь поклонников тяжелого рока будут радовать две группы – Ария и Кипелов. Песня последнего «Я свободен» ставит логическую точку в истории практически семейного развода группы «Ария» и ее солиста Валерия Кипелова, теперь уже навсегда. Игровая индустрия радовала в этот год как никогда. В этом выпуске мы не сможем рассказать про все звездные игры года, но некоторые экземпляры все же с запыленных полок достанем. Среди новинок отметим несколько прекрасных игр, которые оставили приятные и ностальгические воспоминания в памяти у многих любителей компьютерных историй. Готик 2. Сказочный мир паладинов, наемников и магов ждет новое потрясение и нешуточная борьба с монстрами и чудовищами. Любитель готики погружался в атмосферу с первых минут игрового процесса и уже не думал ни о чем другом, кроме как о хитросплетениях компьютерного сюжета. Neverwinter Nights – захватывающие приключения выпускника Академии Героев, который пытается бороться со страшной эпидемией чумы, искать таинственные артефакты и противостоять злодеям. Все во имя любимого города. Настоящий патриот. Icewind Dale 2 – настоящее произведение фэнтезийного компьютерного искусства. Здесь игрокам было где разгуляться. Выбирай свою команду, сотвори персонажей и отправляйся в приключения, прокачивай героев, получай новый опыт, покоряй уровни и наслаждайся эпической сагой под шедевральную музыку к игре, которая стала лучшим игровым саундтреком 2002 года. Arx Fatalis – последний бастион. Игроков ждал еще один необычный вымышленный мир с экзотическим названием Экзоста. В нем геймеры могли практически все – создать персонажа и приготовить еду, начертить руны и сотворить заклинания, и, конечно, сокрушить самых ужасающих врагов. Открытый мир игры был также хорош, таил в себе разные загадки и нужные для игрока предметы. The Elder Scrolls 3 Morrowind – еще одна известная игра года. Вулканический остров, темные эльфы, живые божества, мифические создания, разнообразные задания и уникальный открытый мир, в котором игрок может путешествовать и выполнять задачи, как по основной сюжетной линии, так и по дополнительным квестам.
Игра снискала множество восторженных отзывов и наград. Вымышленная история полюбилась любителям компьютерных игр, и многие с улыбкой вспоминают свои долгие, но счастливые часы, проведенные в освоении гигантского острова Варденфелла и сказочной провинции Морровинд. Подведем итоги. Это была первая часть обзора событий 2002 года, года трагедий, конфликтов, катастроф и одновременно года трендов, явлений и открытий. Интересных событий было так много, что будет еще как минимум 2 видео про этот год. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, нажимайте колокольчик и пишите в комментариях, чем вам запомнился 2002 год, и что бы вы хотели увидеть в наших следующих обзорах. До скорых встреч, друзья!